Restoration мод не стоит на месте. Буквально каждый день в него привносятся изменения разного рода, начиная с баланса всего Верхова и продолжая мелкими новшествами в ганплей или геймплей в целом. Мало кто знает, но Restoration имеет две версии. Та, что есть на мод-воркшопе, получает апдейты редко, или когда очередное обновление Payday ломает мод, но тем не менее является достаточно стабильной для игры. Она имеет условное обозначение Gold или Голда, и в дальнейшем я буду называть ее именно так. Стоит также помнить, что процесс обновления может затянуться в связи с адаптацией нового контента под местные реалии, поэтому разница между апдейтами основной игры и мода должна быть небольшой в пользу Restoration. Но также есть и вторая версия под названием Dev, от слова Development. Если вы заинтересованы в новых изменениях, то именно в ней разработчики предоставляют возможность тестировать последние обновления мода. Обе версии используют разный ключ матчмейкинга, но иногда бывали случаи, когда два игрока на голде и деве могли видеть лобби друг друга, и даже могли таким образом играть. Категорически не рекомендуется этого делать ввиду нестабильности версий и высокой вероятности краша игры. Поскольку Restoration мод занимает достаточное место на диске и перекачивать его каждый раз вряд ли кто захочет, во избежание проблем и ожидания с установками свежих обновлений, которые, к слову, могут быть разными по размерам, существует программа под названием GitHub Desktop. Говоря простыми словами об этой утилите в рамках Payday, для разработчиков она позволяет нескольким людям в отдаленном расположении работать в рамках одного проекта и вносить изменения сразу же. Для тех, кто не участвует в разработке, GitHub является отличной программой для быстрого обновления и переключения между голдой и девом. То есть всегда можно вернуться к стабильной версии, не перекачивая клиент заново. В сети существует достаточно подробных видео о сути ее работы, но в этом ролике я просто подчеркну необходимые действия и конкретно для Restoration мода. Скачиваем и устанавливаем программу. Можно даже не регистрироваться. После установки появляется окно GitHub, сразу же обращая внимание на левый верхний угол, вкладка «Файл». Нас интересует третий раздел под названием «Клон репозиторий», также его можно вызвать сочетанием трех клавиш. При появлении окна катимся в третий раздел URL. В первой строке необходимо указать гитхабовскую ссылку на Restoration мод. Найти ее достаточно просто. Вбиваем в поисковик Restoration мод GitHub и по первой ссылке переходим на сайт. Здесь находим зеленый прямоугольник с названием «Код». Кликаем по нему и видим ссылку в этом разделе, которую нужно скопировать в ту самую первую строку. Нужна именно она, а не та, что в GitHub CLI. Во вторую строку укажите путь установки Restoration мода. Программа позволяет сделать это только в пустые папки, я же для собственного удобства просто создал новую в папке Mods в директории игры. Кликаем клон и дожидаемся окончания процесса. Обращу внимание, что если установка случайно прервется, перекачивать Restoration придется заново. По завершении можете выбрать желаемую версию в этом меню. Либо играть на стабильный, либо на тестовый. Я также привык каждый раз обновлять клиент, кликая на этот пункт, и вам советую. Переносите папку Restoration Mod в Mods, и можно сказать, что на этом все. С этого момента папка, которую вы указали, станет местом, куда нужно будет переносить Restoration каждый раз для установки очередного обновления. Но это в случае, если вы помимо Restoration планируете играть другие Overhaul, или же совсем ванилу. Но если вы, как я, планируете задержаться здесь надолго, то можно проделать еще ряд действий для упрощения процесса. Как только вы перенесли папку в Mods, GitHub выдаст уведомление, что не удалось найти искомую папку Restoration, дав на выбор варианты найти этот раздел или убрать его. Кликаем Locate и заходим в саму папку Restoration мода, после чего жмем на выбор папки. Теперь для обновления ничего не нужно никуда переносить, и можно перед игрой просто зайти в GitHub и ткнуть иконку обновления. При заходе в игру будет Restoration. Папку же я оставил только для того, чтобы при случае слить туда несовместимые моды, или же беспрепятственно перейти на ванилу. На данный момент по теме GitHub все. А тем не менее, моему видео по гайду уже больше 2 лет. Львиная доля информации в нем успела устареть, но я оставил его на канале только потому, что в нем еще есть что-то, что в теории может заинтересовать. Надеюсь, у меня когда-нибудь дойдут руки сделать его обновленную, упрощенную версию, с меньшим хронометражем, скажем, минут на 10, и без точных значений, дабы не дезинформировать игроков в будущем. И то, конечно, не факт, что не получится стопроцентно это сделать, учитывая, какими темпами меняются различные цифры в моде. Посмотрим, что из этого выйдет.